Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы проведем с вами вечер вместе. Я хотела показать вам свою вечернюю рутину после работы с 9 примерно до 10 вечера. Мы сделаем с вами расслабляющую йогу, приготовим кушать, посмотрим сериальчики. В общем, проведем такой тихий, уютный вечер. Я только пришла с работы, сейчас я хотела бы переодеться, разобрать свою сумку, и по ходу дела я, наверное, покажу вам, что я вообще ношу с собой на работу. Поэтому давайте начинать. На самом деле я не ношу с собой много вещей. У меня такой стандартный базовый набор, который мне всегда нужен. Начнем с маленьких вещей. Это блокнот. Я не знаю, сколько лет уже этому блокноту, наверное, уже года 2, и он почему-то до сих пор не заканчивается. Он меня уже бесит, и я хочу новый, но мне его жалко, потому что здесь еще много страниц. Также я ношу с собой iPad. На iPad я часто делаю какие-то посты, не знаю, что-нибудь рисую, выкладываю в основном все с iPad, потому что я не использую свой личный телефон для работы, потому что на моем телефоне мои соцсети, и как бы iPad это такая рабочая версия, как бы второй телефон, но у меня нет второго телефона, поэтому эту роль мне заменяет iPad. Я ношу также с собой ноутбук. Ноутбук я использую для какого-то монтажа, если нужен какой-то более сложный монтаж, либо для работы в каких-то программах. Переходник, губнушка и крем для рук. Также я всегда ношу с собой такую заколочку, потому что иногда волосы на работе мешают, и чтобы была возможность их заколоть. На этом все. Давайте сейчас будем переодеваться и делаем такую небольшую йогу /медитацию, чтобы расслабиться немножко после работы. Я уже переоделась. Такой у меня аутфит для йоги. Я понимаю, что некоторым может показаться странно, что я переодеваюсь для того, чтобы сделать йогу дома, но я считаю, что так правильнее, потому что ты так настраиваешься больше на спорт. Плюс я только пришла с работы, и в уличной одежде, вот, в которой я пришла, как бы не позанимаешься этим, но домашнюю одежду тоже не оденешь. И, в общем, в этом моя логика. Поэтому делитесь, как делаете вы. Переодеваетесь ли вы, либо вы делаете какие-то такие тренировочки в домашней одежде. В общем, мне будет интересно почитать. Давайте начинать. Я закончила йогу, чувствую себя очень хорошо и расслабленным, это прям очень круто. Единственное, самое сложное, не заснуть в конце, потому что это кажется таким заманчивым и манящим, когда ты так лежишь под такую приятную музыку, и, блин, очень хочется поспать, но я этого не делаю. В общем, сейчас хотела сделать свой уход за лицом, смыть макияж, сходить в душ и примерно рассказать вам, что я делаю. Я не так давно перестала использовать гидрофильное масло и сейчас заменила его на мицеллярную воду. Я не знаю, почему я решила так сделать, но мне показалось, что гидрофильные масла как-то плохо влияют на мою кожу, немножко пересушивают, и мне кажется, что, хотя многие говорят, что наоборот, гидрофильное масло очищает поры, мне кажется, что оно забивает мне поры, поэтому я не знаю, я сейчас приняла для себя такое, что я не пользуюсь, и вроде как мне это нравится и мне это помогает. Беру ватный диск и мицеллярную воду. В последнее время очень мало занимаюсь спортом, хотя раньше, в прошлом году, это было прям таким моей полноценной рутиной. Я очень хочу себе найти студию пилатеса с вот этими реформерами, трансформерами, я не знаю, как они называются, но не классический пилатес на матах, а вот именно на вот этом тренажере мне очень хочется попробовать, но в Тбилиси я не могу найти себе подходящую студию, как-то они мне все не очень нравятся почему-то. И я не знаю, что с этим делать, поэтому я никуда не хожу, занимаюсь так и дома, но немножко реже, чем раньше, и я хочу это исправлять, хочу как-то добавлять спорт в свою рутину почаще, потому что в последнее время я делала вот только какую-то такую расслабляющую йогу, либо медитацию, потому что как-то очень много стресса в моей жизни, и это единственное, что мне сейчас очень сильно помогает. Я, кстати, использую 2
спонжика для того, чтобы тщательно очистить кожу. Так вот, дальше про спорт. Наверное, я все-таки постараюсь найти какую-то студию, не знаю, может быть спортзал, может быть просто студию пилатеса, что-нибудь поискать, то, что мне будет по душе. И в следующих роликах я планирую возвращаться активнее в спорт, поэтому если вы тоже хотите возвращаться в спорт, мы можем сделать это вместе. Я буду так стараться вас немножко замотивировать. Дальше второй шаг — это умывалка. Я, кстати, заменила свою умывалку, мой уход немножко поменялся. Раньше я использовала CeraVe, но сейчас я попробовала вот эту умывалку, и она мне нравится гораздо больше. Она немножко дороже, конечно, но она идет с салициловой кислотой и очень классно подходит для моей проблемной кожи. Не знаю, вот с тех пор, как я сменила свой уход, заменила гидрофильное масло и умывалку, мое лицо стало выглядеть как-то получше. Поэтому я думаю, что все дело в них, в этих двух продуктах. Кстати, еще из такого большого обновления по уходу за кожей я все-таки смогла перейти на бумажные полотенчики, потому что для меня почему-то это было так проблематично. Я считала, что это неудобно, и все время начинала, и все равно возвращалась к обычным полотенцам, но сейчас вот уже на протяжении, не знаю, полугода, наверное, я активно использую бумажные полотенца, и мне тоже очень нравится, я привыкла, это удобно, поэтому тоже всем советую, попробуйте перейти. Смыла косметику, так мое лицо сейчас выглядит без макияжа, без ничего. Сейчас я схожу в душ, и дальше там продолжим делать уже уход за собой, наносить крема. Я уже говорила вам, что у меня немножко изменился уход, и поменялись не только средства для умывания и очищения, но и уход за кожей, такие как крема, тоже немножко изменились. И я нашла одно очень классное приложение, про которое я бы хотела вам рассказать. Где-то примерно неделю назад я нашла прикольное приложение в ТикТоке, где можно проверить всю свою косметику на то, подходит ли она твоему типу кожи, какой у нее состав, безопасная она или нет, в общем, все такого рода. И я начала проверять всю свою косметику в этом приложении, и случилось так, что практически все продукты, которые я сейчас использую, они мэчатся с моей кожей, они подходят моей коже. И я была очень этому рада, потому что я потратила очень много времени на то, чтобы подобрать уход, который бы подходил моей коже, потому что она у меня достаточно капризная. И знаете, когда тебе кажется, что у тебя какая-то сухая кожа, но на самом деле она просто пересушенная, и вообще у нее тип комбинированный. В общем, мне пришлось очень много времени уделить на то, чтобы подобрать средства, и когда я их проверила, и они практически все подошли, я просто так сильно обрадовалась, потому что я, правда, сама даже замечаю, что тот уход, который я использую сейчас, он мне подходит больше. И приложение это подтвердило. Но был единственный минус в том, что все эти средства, которые я использую, они были как бы безопасны, но не до конца. То есть они набирали примерно 49-50% из 100 по безопасности. Это немножко плохо, как бы можно найти какие-то альтернативные средства, которые будут набирать 100%, но что-то, я не знаю, я уделила этому кучу времени, копалась в этом приложении очень долго, но пока что я не нашла эти средства, но со временем, наверное, я буду еще что-то тестить и искать. Но мне нравится сейчас то, что я использую. В общем, я использую косметику от Glow Recipe. Это неоцинамид. И плюс я добавила в свой уход салициловую кислоту. Все-таки у меня кожа склонная к высыпаниям, и салициловая кислота просто лучше всех именно помогает с этим. Кстати, я еще, не знаю, нашла такой прикольный способ. Я знаю, что в косметике Drunk Elephant можно использовать все средства, делать из них так называемый смузи. То есть ты берешь все их средства, например, какую-то сыворотку, какую-то эссенцию, там, я не знаю, кремушек, все смешиваешь и наносишь на лицо как бы одним тейком. Не так, что чередуешь, там вначале нанес какой-то тонер, потом нанес сыворотку, потом эссенцию, я не знаю, да, а как бы все смешал и нанес.
И я решила использовать этот метод на своей косметике тоже. Я не знаю, можно ли так делать, но я так делаю, и мне очень нравится. Беру вот эту сыворотку, смешиваю с салициловой кислотой и добавляю немножечко улиточного муцина, и получается супер классная комбо. Мне кажется, что это супер рабочее средство, то есть здесь улиточка тебе немножечко увлажнила, салициловая кислота убрала все твои прыщички, неоцинамид разгладил кожу, дал тебе сияние, и, в общем, я такая счастливая, это все мажу, и после закрываю кремом, то есть крем я наношу отдельно, наношу вначале вот это смузи из 3 средств, оставляю ненадолго, и потом наношу крем, как бы закрываю свой уход. Вот, мы нанесли все средства. Пойдемте готовить кушать. А, кстати, я хотела показать вам свое местечко. Вот так выглядит мое любимое место. Я здесь провожу очень много времени. Те, кто подписан на меня в Инстаграме, наверное, уже видели, но те, кто не подписан, показываю вам тоже. Я вообще не люблю заморачиваться с готовкой и чаще всего стараюсь найти какие-то легкие и быстрые рецепты, чтобы было легко приготовить после работы или перед работой. В общем, что-то такое быстренькое, интересненькое, но вкусное. Плюс еще я нигде об этом не рассказывала, и, наверное, сейчас вы первые, кто услышит об этом. Возможно, вам покажется, что я немножко странная, но, возможно, даже у кого-то это откликнется. Я не знаю, я никогда не спрашивала ни у кого. Но у меня есть боязнь микробов от сырого мяса, в основном от красного мяса. В общем, готовить из птицы и из рыбы мне как-то полегче, но именно когда я готовлю сырое мясо, я как-то постоянно напрягаюсь, и мне нужно после этого очень хорошо вымыть всю кухню, потому что мне кажется, что микробы просто повсюду. И я это связываю с тем, что в детстве когда-то я увидела одну передачу, в которой рассказывали о том, что очень много людей отравилось, чуть ли там не умерли от того, что какой-то повар не промыл нож после сырого мяса и нарезал что-то им еще. И, в общем, случилось такое массовое отравление. И с тех времен я очень боюсь сырого мяса. Напишите, если у вас тоже есть такая боязнь, фобия. Мне будет интересно почитать. Может быть, я не одна такая, может быть, нас много, и просто мы не говорим об этом. Ну, в общем, если найдутся такие люди, мне будет гораздо проще, что, в общем, я не одна такая и не спятившая. И сегодня у нас в меню паста с креветками, со шпинатом в сливочном соусе. Очень вкусненько и быстренько. Вот так выглядит мой скромный ужин. И здесь я включила сериал «Корону». Это про королеву Елизавету. Я начала его смотреть недавно, но мне очень нравится. Сейчас, после того, как поем, дам свою рецензию на этот сериал.
Уже 9:30 вечера, я потихоньку начинаю хотеть спать. Я посмотрела одну серию сериала, и как раз-таки хотела вам немножко рассказать об этом сериале. Он называется «Корона». Сейчас я смотрю 3-й сезон, и он о королевской семье, получается, английской королевской семье, про королеву Елизавету и всех, кто в этой семье. И знаете, что когда я начала смотреть 1-й сезон, мне очень понравилось, потому что там была такая классная актриса, которая играла эту королеву. Она так располагала к себе, и как-то, я не знаю, мне прям очень понравились первые 2 сезона, и в 3-м сезоне, получается, как бы время поменялось, и королева стала взрослее, и заменили актрису, и я не знаю, сейчас какой-то у этого сериала вайб другой, и у самой королевы тоже какой-то вайб поменялся. До этого она была такая располагающая, милая, а сейчас и эта актриса играет ее как-то по-другому, и она становится, смотрится, знаете, более злой какой-то. В общем, я еще не поняла, как мне. 3-й сезон нужно будет посмотреть. Не знаю, возможно, я привыкну, но пока что вот первые серии 3-го сезона даются очень сложно. Если кто-то из вас тоже смотрит этот сериал или уже посмотрел, напишите, как вам. Мне самое интересное еще, знаете, посмотреть уже более поздние сезоны, более свежие, потому что там будут рассказывать о принцессе Диане, и мне интересно, как они преподнесут эту историю, вообще этот персонаж, что они раскроют, будут ли какие-то такие интересные вещи показаны. В общем, я с нетерпением жду. И сейчас давайте уже мне нужно немножко прибраться, убрать всю грязную посуду и идти в сторону спальни. Ребята, я закончила прибираться, пришла в комнату, и здесь меня ждало просто разочарование всего этого дня. Посмотрите. Сегодня утром я сняла постельное белье, и у меня не застелена постель. Я очень не хочу это делать, но я не могу спать с незастеленным бельем, поэтому придется делать, в общем, последний рывок, и мы окажемся с вами уже в теплой кровати, поэтому давайте чуть-чуть подсоберемся и сделаем это. Хотела немножко рассказать вам об этом дневнике благодарности из ТикТок. Я начала его вести буквально 2 или 3 недели назад для того, чтобы фиксировать какие-то хорошие моменты, больше фокусироваться, знаете, на позитивных моментах в жизни, которые происходят, и просто учиться держать фокус постоянно только на хороших моментах, потому что я достаточно тревожная, и мне кажется, что это отличный способ как-то показать себе, что в твоей жизни
много классных моментов, что не все так плохо, и тебе не стоит так сильно переживать. Я думаю, спустя какое-то более продолжительное время я уже дам какой-то отзыв по этому дневнику, помог ли мне он, но сейчас я могу сказать, что пока он мне нравится, это занимает буквально 3-5 минут, можно делать это с утра, например, чтобы настраивать себя на хороший день и благодарить этот мир за что-то, либо можно с вечера, когда ты уже прожил этот день и хочешь найти в нем какие-то позитивные моменты и запечатлеть их. Пока что я могу сказать, что я рекомендую. И сейчас, заканчивая этот влог, я хотела сказать вам спасибо, тоже такую благодарность проявить за то, что вы провели этот вечер со мной. Мне безумно приятно, если вы досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, мне очень важна ваша поддержка. Увидимся в следующих влогах. Пока!